Но мы с вами направляемся в больницу города Припяти. Та самая больница, куда привозили сразу же после аварии первых пострадавших пожарных и работников станционных. Именно вот сюда, в скорую помощь, в приемный покой. Там им оказывали первую медицинскую помощь и уже после отправляли в Москву. Ну все, друзья, входим с вами в больницу Припяти. Вот это центральный вход. В Припяти, конечно, огромнейший больничный комплекс. Здесь все было по последней технике оборудовано на то время. Множество отделений: хирургия, гинекология, акушерское отделение, роддом, поликлиника. Чего здесь только не было. Инфекционка. Треть, наверное, первого микрорайона занимает вот этот больничный комплекс. А вот здесь, сейчас мы с вами померяем. Сори за трясучку. Здесь когда-то лежал подшлемник пожарных, которые были сюда привезены после ночи тушения пожара 26 апреля 1986 года. В этом месте он лежал. Вот видите, превышение же значительное. Где-то здесь я находила точку, где-то было 400-500 микрорентген. Сейчас попробую найти. Какой-то у меня жизнерадостный дозиметр. Больше не показывает. Ну ладно, но в любом случае вы видите уже, что превышение значительное. Так, ладно, это мое любимое занятие, измерение радиации, но это я могу делать часами. А мы с вами давайте двигаемся дальше, пройдемся по первому этажу. Это как раз было отделение скорой помощи. Вот так выглядит приемная. Ну, точнее, холл. А вот здесь была регистратура, наверное. Самое атмосферное место Припяти, я бы сказала. Это больница. Здесь вы полностью можете погрузиться в ту атмосферу, которая царит в городе. Атмосфера постапокалиптики. Вот засыпанный подвал. Вы же знаете, что кто увлекается темой Чернобыля, темой чернобыльской тематикой, те знают, что здесь
Припятской медсанчасти есть подвал с вещами пожарных. И вот, дабы предупредить постоянные туда залазы и чтобы такие мародеры нехорошие не растаскивали вещи пожарных, потому что такие случаи уже были. Так вот засыпали песком главный вход в подвал, но если вы посмотрите наше видео, то мы с Людмилой в подвале были уже даже после того, как его засыпали. И здесь есть вход. Так что видео из подвала можете посмотреть, ссылочку оставлю. Кому интересно, там замеры радиации есть, и эксперименты мы там проводили с семенами. Так что переходите по ссылочке и посмотрите. А мы продолжаем изучать первый этаж Припятской больницы. Сейчас мы с вами прям пройдем одним кадром. Здесь лифт, смотрите, такой на 2 выхода, большой, грузовой, чтобы сюда можно было закатить каталку с больным человеком. Одним кадром вам постараюсь показать, чтобы вы максимально прониклись, как будто бы вы гуляете здесь по Припяти вместе со мной. Потому что сейчас попасть в Припять практически невозможно. И это уникальные съемки, потому что, все это становится нам недоступно. И природа забирает свое. С каждым годом разрушений становится все больше. Здесь, скорее всего, вот в этом кабинете, извиняюсь, проводилась стерилизация инструментов. Вот это похоже на автоклав. Но если я ошибаюсь, вы можете меня поправить, пишите в комментариях, что это может быть, что это могут быть за объекты. Давайте посмотрим. Куча скляночек. Ну да, я думаю, что это стерилизационное. А может быть здесь... Нет, слушайте, сколько иголок, вы посмотрите. Охренеть, сколько иголок. Может быть здесь анализы брали? Не знаю, вот что-то я сомневаюсь уже. Возможно, здесь брали анализы. А то... Была центрифуга? Не знаю. В общем, кто знает, пишите. Остается только догадываться. Друзья, все вам показываю. В каждый кабинет заглядываем, все рассматриваем. Потому что неизвестно, когда еще нам представится такая возможность. Здесь, если поковыряться, вообще можно найти очень интересные записи. Вот в этих карточках. Можно найти записи и за 86-й год, но это нужно много времени. А у нас его, к сожалению, нет. Манипуляционное, смотрите. Идем сюда. Манипуляционное. Мало что сохранилось. Вот здесь, смотрите, здесь уже более интересно.
туфельки. Вот такая вот мода была в Советском Союзе. Такие туфельки носили. Мазь Вишневского такая огромная. Здесь, наверное, перевязки делали, мне так кажется. Бинты какие-то. А, это... Ну да, скорее всего, здесь перевязки делали. Записывали. Плакаты. Еще плакаты. Мне нравится, с какой любовью всегда советские плакаты нарисованы. Это отдельный вид искусства. Можно долго рассматривать. Очень мне нравится. Здесь какая-то картотека огромная. Фельдшер и акушерка, литература. Ладно, пойдемте дальше. Здесь у нас что было? Утка или судно, как это называется правильно. О, друзья, мы с вами нашли, знаете что, мы с вами зашли в комнату, я ее уже когда-то снимала. Сейчас мы снимем еще раз. Это как раз перевязочная, сейчас я направлю сюда, с бинтами, которые касались пожарных. Посмотрите, что здесь творится с радиацией. Вот здесь вы видите уже зашкал полный. В общем, на первом этаже была скорая помощь. Здесь оказывали первую помощь пожарным, прибывшим ночь после аварии. И вот эти бинты, которые здесь сброшены в угол, скорее всего... В общем, этими бинтами, скорее всего, обматывали... Ну, делали перевязки, господи, что я говорю. Делали перевязки какому-то пожарному или какому-то, может быть, работнику станции. Смотрите, уровни нереальные. И это гамма чистая. Здесь можно долго сидеть, и уровень будет только расти. Посмотрите, еще больше. Вот такое место мы с вами нашли. Вот так, друзья, мы с вами, можно сказать, прикоснулись к истории. Вот. Вы можете представить, прошло уже 38 лет или сколько? В общем, с 86-го года. Сколько лет уже прошло? Много лет после аварии, и эти бинты до сих пор фонят вот так сильно. Можете себе представить, какой уровень был здесь в ночь после аварии, и какой уровень был на станции, и какие дозы поглотили ликвидаторы. И первые пожарные. И это просто уму непостижимо, потому что организм сгорает, он набирает максимальную дозу, которую он может вынести буквально за считанные минуты. Так что вот так. Такую комнату мы с вами нашли. Побывали. И наверняка, я думаю, что где-то здесь должны были еще сохраниться записи с тех дней о приеме этих
пожарных. Ладно, пойдем дальше. Можете себе представить, наверное, их где-нибудь отсюда привозили, раздевали всю одежду пожарных. Не знаю, сразу ли ее в подвал отнесли, или, может быть, где-то она валялась сначала. Потом их в этих манипуляционных кабинетах обрабатывали их раны и ожоги. И бинты от них потом скинули вон в тот угол. Вот, кстати, мое любимое дерево, оно так интересно выглядит. Атмосферно. Все эти цветочки, которые здесь стоят уже не один десяток лет. Да. Прогревание здесь делали в этом кабинете. Теплолечение. Здесь нету ничего. Физиотерапия, куча медицинской литературы, какие-то записки. Смотрите, врачебный почерк, ничего не понятно. Артефакты припятские. Избирательный участок номер 451. Агитпункт. Какая-то агитационная. Душевые, наверное. Ванна. Водолечение. Ого. Это процедурный кабинет какой-то. Тут непонятно что. Тут тоже ванна. Так, ну вот мы и дошли до конца. О, ну это переход уже в другой корпус. А мы сейчас с вами сходим на второй этаж. О, кабинет ЛФК. Что, признавайтесь, у кого были в детстве проблемы с осанкой? Ходили на ЛФК в поликлинику? С вами пришли на
второй этаж. О, смотрите, куда мы зашли. В актовый зал с разбитым пианино, которое уже сгнило. Да здравствует 60-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Такой вот актовый зал Крупецкой больницы. Медсанчасть 126. По идее, мы с вами должны были попасть в гинекологическое отделение, но только с другого входа. Сейчас посмотрим. Коечка. А вот здесь наверняка проводились какие-то гинекологические операции. Смотрите, операционная. Лампа операционная. И вот это вот, может, это родзал был. Не знаю. Такое кресло здесь сохранилось. Здесь даже какие-то бинты на дне. Смотрите, что здесь за плакат. Что, незамужняя мать? Так правильно, наверное. А здесь что? Гинекология, да, все верно. Гинекология. Здесь можно покопаться в материалах, посмотреть, какие здесь операции проводились. Смотрите, журнал. Да. Что там в регистрации? Операция 82 год. Журнал. Выскабливание полости матки. Выскабливание полости матки — это аборты здесь сделали. Так что, видите, журнал абортов. Выскабливание полости матки — это абортарий. Так что вот такую еще мы с вами интересную комнату нашли. Ладно, идем дальше. Смотрите, еще одно кресло. Жуткое, правда? Все как из самых страшных снов. Такой гинекологический кабинет здесь. Ну, тут уже нечитаемо. Все черной плесенью покрылось. Плакат какой-то. Так, ну здесь уже палаты. Остатки матрасиков. Матрасики. Ладно. Пошли дальше.
Вот еще интересный кабинет. А тоже с креслом, тоже с каким-то, не знаю, что это такое, каким-то ящиком. Он довольно сильно протекает. Смотрите, здесь уже плитка обвалилась. Здесь прям сырость стоит. Так, это зав. Отделением. Вот так вот здесь в Припятской гинекологической отделением заведовал. В Припятской больнице. Холл. Лифт. Кто боится высоты, у кого был такой страх, страшный сон. Так. Здесь кухня, наверное, была. Плиты стоят. Там, наверное, выдавали еду. А здесь все готовили. Вот такие еще помещения. И вот, смотрите, да, здесь манипуляционная еще одна. Это как родзал, что ли. Еще одно кресло. Вот такое. И напротив здесь, смотрите, люльки детские. Так что, наверное, там от девушки рожали, а сюда уже маленьких младенчиков привозили после родов. Здесь за ними нянечка наблюдала. Или кто там за ними наблюдает в первые минуты жизни, в первые часы жизни. Вот еще интересный кабинет с хорошим сохраном. Также бинты. Какая-то ванна. Может, тоже какая-то стерилизационная, чтобы стерилить инструмент. Ну, в общем, и все. Вот мы с вами дошли до конца. Да. Вот мы с вами и побывали в гинекологическом отделении. Узнали, что в Припяти не обходилось дело без абортов. Не без грешка люди были в Советском Союзе. Так, ну и все, выходим.